Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня мы с вами приготовим торт подарочный. Этот торт, мне кажется, все помнят и все любят. Он совсем не сложный, получится у всех. И вы сами поймете, что в домашних условиях этот торт получается намного вкуснее, чем магазинный. Попробуйте его сегодня испечь по моему рецепту. У всех получится, и всем будет очень вкусно и сладко на Новый год. Начнем печь, мои дорогие. Сегодня я начинаю приготовление с крема. Для крема отправляем в небольшую кастрюльку одно яйцо. Крем сегодня у нас будет шарлотт. Размешиваем яйцо хорошенько венчиком или миксером. Добавляем сахарный песок 180 грамм. Хорошенько все это нужно перемешать. «120 мл молока». Молоко можно взять холодное, можно взять комнатной температуры. Разницы никакой нету. Все это нужно хорошенько перемешать и довести до кипения на небольшом огне, постоянно помешивая. После того, как вся эта смесь закипит, оставляем буквально 4 минутки и убираем с огня. Убираем с плиты, переливаем в другую посуду, накрываем пленочкой и оставляем остудиться. Для сахарного сиропа берем 100 грамм сахарного песка, 100 мл воды и 25 мл коньяка. Все это хорошенько нужно перемешать, отправить на плиту, довести до кипения. И как только закипит, тут же переливаем в стакан. И тоже нужно остудить. Для теста 6 яиц. Добавляем щепотку соли. Духовку включаем разогреваться на 170 градусов. И начинаем взбивать. Я взбиваю ручным миксером. Миксер у меня мощностью 300 Вт. Добавляю сахарный песок. 180 грамм сахарного песка. Один неполный стакан у меня. На весь этот процесс у меня ушло 10 минут ровно при ручном миксере. Если вы будете делать планетарным, то на это уйдет где-то 5 минут. Ванилин или ванильный сахар. И начинаю постепенно добавлять 180 грамм муки. Постоянно просеивая. Даже если мука просеянная, то все равно ее просеиваем второй раз. И аккуратненько перемешиваем снизу вверх. Бисквитное тесто, по идее, требует от нас внимания, деликатности, так сказать. С ним нужно обращаться очень-очень аккуратненько, чтобы оно не осело. Лопаточкой снизу вверх. Тесто у нас уже готово. Форма 24 сантиметра в диаметре. Я ее застелила пергаментом. Форма у меня разъемная. Если у вас не разъемная форма, делайте то же самое. Бока не смазываем и не обкладываем бумагой. Переносим тесто в форму для выпечки. Постучим чуть-чуть вот так вот слегка об стол и перекрутим 2-3 раза. Торт этот продавали обычно квадратным. Я его делаю круглым. Но ничего страшного. Можете сделать его и квадратным. Бисквит у меня выпекался 1 час ровно. Я его остудила на столе и вытаскиваю из формы. Проверяем, конечно, шпажечкой. Шпажечка должна выйти сухой. Снимаем бумагу и переносим на решетку. Бисквит я полностью охладила. Уже он у меня полностью, вернее, остыл. Вот такой он получается пушистый и очень легкий. Я его упаковываю в пленочку и оставляю на 2 часа. Если у вас есть время, в идеале его оставить на всю ночь. Так он намного легче режется. Но сегодня я немножко тороплюсь и оставила его ровно на 2 часа. Через 2 часа открываем пленочку нашу и будем его разрезать. Я буду его разрезать на 3 части обыкновенным хлебным ножом. Если вы выпекали бисквит первый раз и вам немножко трудно его разрезать, то разрезайте его на 2 части. Иногда этот торт продавался даже 2 коржами, я помню. Но чаще всего
Он состоял из 3 коржей, конечно. Перекладываем на решетку или на доску, кому как удобно. Вот такие у нас коржи получились. Крем тоже у нас остыл. Молочный сироп, вернее, у нас остыл. Сироп молочный должен остыть очень-очень хорошо. А масло должно быть комнатной температуры. И начинаем его взбивать. Взбиваем масло приблизительно 6 минут. 5-6 минут до пышной белой массы. И начинаем добавлять постепенно молочный сироп, остывший полностью. По 2 столовые ложки приблизительно. Опять-таки в 2-3 этапа. Ваниль или ванильный сахар. Все это взбиваем приблизительно 4 минуты. 4-5 минут. Самое главное хорошо взбить масло в начале. Начинаем собирать торт. Самый верхний корж, самая верхушка у нас пошла вниз. Пропитываем сиропом. Кладем приблизительно 2 столовые ложки крема. Смазываем кремом. Крем не уходит много на каждый корж. Представьте себе, что вы мажете бутерброд маслом, потому что крем жирный. И точно так же, то же самое проделаем с каждым коржом. Верхний корж я пропитываю с мягкой стороны и переворачиваю. Оставшийся крем промазываем вверх и бока. Как вы помните, подарочный торт был весь обсыпанный арахисом. Поэтому нам нужно будет взять обжаренный арахис 150 грамм и измельчить его. Хотите ножом, а хотите просто пройдитесь скалочкой. Кому как удобно. Торт по своей себестоимости получается недорогой, потому что орехи идут одни из самых дешевых, даже, по-моему, самые дешевые орехи. И он очень вкусный торт получается. Мне кажется, ни один человек не пожалеет, кто его приготовит. Вот таким образом мы все бока и верх обсыпали арахисом. Сверху сахарная пудра, 1 столовая ложка приблизительно. Так его продавали, и так я его сегодня вам показываю. Отправляем торт пропитаться буквально на 2-3 часа в холодильник. Режем и пробуем. Мне кажется, он всем понравится. Нету человека, кто не любит бисквитное тесто с этим кремом. Это получается очень-очень вкусно. Изумительный вкус. Нежный торт. Посмотрите, какой он на срезе получается. Попробуйте. Как я уже вам сказала, никто не пожалеет. Ну что, мои дорогие, будем прощаться. Всех поздравляю с наступающим Новым годом и Рождеством. Желаю всего-всего самого хорошего. Заваривайте чай, зовите родственников, друзей, пейте, наслаждайтесь и радуйтесь. Пока-пока. Всех люблю. До новых встреч.